Друзья, всем привет! Я записал серию роликов о том, как я изготавливаю силиконовые формы. Меня зовут Дмитрий, мне 34 года, я из города Старый Оскол, Белгородская область. Я женат и у нас 2 детей. Для детального знакомства со мной и с моей семьей я оставлю ссылки под описанием к видео. Итак, что нам понадобится для изготовления формы? Это, конечно же, качественная модель. Модель можно приобрести, заказать в интернете, в садовом магазине, приобрести, есть и в строительных магазинах. Крашеная готовая фигурка вполне себе подойдет. В моем случае я отлил свою фигурку, свою форму и буду из этой же фигурки делать форму. Есть, вот, обратите внимание, заводской шов, это от 2 половинок форм, его нужно удалить, он может быть присутствовать и в покупной модельке. Это все нужно счистить аккуратно резцами, я пользуюсь резцами по дереву. Аккуратно удаляем вот этот шовчик, можно этими резцами придать структуру волоса, фактуру или как она называется, вот, чтобы это было незаметно, чтобы было как должно быть. Вот в этом месте видно хорошо шовчик, обратите внимание, как он удаляется резцом. Заодно прорисовываем шерстку. Все почищаем, и обязательно вот этот кантик примыкания дна в будущем формы вот таким вот резачком косым я срезаю миллиметра 2–1,5. Гипсовое изделие очень легко срезается. Это в дальнейшем будет удобно для формы, для окраски. Эта часть острая, она не будет откалываться когда вы будете ставить фигурку куда-то. Это если вы будете гипсовые делать. Полностью по периметру счищаем эту бороздку. Это очень, я считаю, что это очень важно. Вот. Прорабатываем везде, где-то недостающие элементы, там, может, каких-то ноготочков не хватает. Это нужно долепить, потому что после уже ничего не изменишь, когда сделаешь форму силиконовую. Так и будет. Если где-то есть завоздушинка, она так и будет постоянно отливаться. А подлепить недостающие элементы можно и шпаклевочкой, и пластилином. Я и таким способом, и таким пользуюсь. Вот. Конечно же, если вы изделие приобрели из полистована, то резцами по дереву делу не помочь. А вот бор-машиночка будет кстати. Так, ну и после тщательной подготовки переходим к пропитке грунтовкой. Я использую вот такую вот строительную ванночку малярную. Вообще я строитель, очень долгое время занимался стройкой. Ну а вообще я больше, наверное, творческий человек. Несмотря на то, что я не учился в заведениях на подобную тематику, я не художник и не скульптор. Просто есть желание что-то вот делать. Мне нравится также резьба по дереву, какие-то из металла самоделки. И все это в плане показывать, как я это все делаю. Вообще интересных мыслей много.
много чего хочется попробовать сделать. Только вот время нам не хватает. Чтобы заняться литьем, было потрачено огромное количество времени. Пересмотрено и изучено огромное количество материала, видеоматериала, по аэрографии особенно, по изготовлению силиконовых форм, составы. Я огромное количество составов перепробовал. Все хотелось сверхсостав найти какой-то. И я, конечно же, буду не против, если кому-то в голову придет отблагодарить нас. Под видео в описании я оставлю номер карты. И нам, и каналу будет приятно. После грунтовки дайте модельке высохнуть, просушите ее. Я оставляю на сутки. Обычно 2 часа хватает, но я не рискую, оставляю на сутки. Затем подготавливаем дощечку, ламинированную, гладкую, ставим модельку, обрисовываем ее для того, чтобы по контуру нанести термоклей. Я использовал раньше пластилин, приклеивал модельку на пластилин, но лучше как бы понадежнее термоклеем. Вот. Далее прогреваем дощечку термофеном строительным. Донышко изделия тоже прогреваем феном. Наносим термоклей по контуру. Плотно прижимаем модель. Следующим этапом разминаем пластилин. Пластилин я использую скульптурный, или как его называют, покупал в рукодельных магазинах. Он одноцветный, мягкий. Разминаю, затем раскатываю пластиковой втулочкой такой, типа скалочки. Вот. Аккуратненько, ровненько, с толщиной примерно сантиметр, чтобы была такая полосочка толщиной сантиметр. Ширина, это нужно нам для бортика. Будем лепить бортик. Бортик около 5 сантиметров должен быть. Борт это разделять будет 2 силиконовые части. Вот. Приклеиваем пластилин аккуратненько, чтобы он клеился. Как необходимо, подрезаем его, изогнутые линии. Все это можно подрезать, чтобы не портить бортик, не загинать пластилин. Дальше я помолчу, а вы просто посмотрите.
Друзья, примерно вот такое вот чудо должно получиться. Далее делаем вот такие вот колбаски, комочки, как их назвать. Это для усиления задней части. Вот такие треугольнички должны получиться из этих колбасок. Затем тонкой полоской пластилина герметично приклеиваем соединение между моделькой и дощечкой. Я использую вот такой вот стек самодельный. Это карандаш и ластик, школьный стирательный ластик. Вот таким вот стеком убираем лишний пластилин, попавший на модель. Стек самодельный, из обычной проволоки. Обратите внимание на усиление бортика, примерно через 5 сантиметров. Вот. Все, удаляйте все излишки пластилина. На этом видео закончим. В следующих видео будет подготовка, заглажка бортика. Доведем его до нужного состояния. Желаю вам успехов, до новых встреч!